Друзья, добро пожаловать в Афганистан. British Cemetery. Грустное место, но его нужно посетить. Здесь похоронены не только британские, американские, но и солдаты советской армии. Не хотят нас пускать туда. Дедушка сказал подойти к этой доске памяти павших во имя живых. Так, от жителей Приморского края. Омск, Новосибирск. Это у нас кто? Ветераны Афганистана. Это все от ветеранов Афганистана. Ставрополь. Липецкое Черноземье. Ингушетия. Карачаево-Черкесия, Кострома, Тульская область, Хабаровск, еврейская автономная область, Бурятия, Красноярск, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ульяновск. Почти весь, не почти, а весь Кавказ здесь был. Карелия, Тюмень, моя родина, Рязань, Чукотка, Калмыкия, так, татарстанцам, в Исламской Республике Афганистан, Мурманск, вся Россия практически. Мариэл, Удмуртия, Краснодарск, Якутия, Новгород, Адыгея, Челябинск, Орловская область, Вологодская. Так дальше дедушка сказал, пройти нужно вдоль этого забора. Забор 4 метра, наверное, это из кирпича, частично оштукатуренный. Дальше еще 3 метра сеткой рабицы. Полевчанам, погибшим в Афганистане. Филиппий Кулаков, капитан Филиппи, рядовой Кулаков, ефрейтор Лавров, рядовой Соболев, рядовой Коржников, младший сержант Кротов, Горбунов, рядовой Меньшиков. От жителей Полевской. Не могу понять, что это за Полевской. Или станица, или город. Так, военная часть 2042. Город Меймен, погибшим в провинции Фарьяб. И Мальцем. 82-й, 82-й, 81-й, 85-й, 85-й, 81-й. Вот я вижу. Так, это в памяти земляках Чеховского района Московской области, погибших в Афганистане. Рядовой Громушкин Вячеслав Анатольевич, 80-й год. Евстигнеев Игорь, 83-й. Кузнецов, 82-й, 88-й, 84-й, 80-й. Рыбинцем. Город Рыбинск. Так, это кто у нас здесь? Это военные части. Не пойму, что это. Гимазов Ильгизар Хазиевич. 81 год. Это мусульмане. Мензелинский район, деревня Калмия.
Алькеевский район. Даже здесь даже есть КамАЗ. Так, это у нас кто здесь? Памяти. В Афганистане ушедшие. Здесь нету. А, есть. Это березовчане. Березовчане. Североуральцы. И опять татарстанцам. Так, ну это уже Испания. Северный альянс НАТО. Канада. Тихо здесь, спокойно. Наверное, самое спокойное место в Афганистане. Some family come to visit it. This is From new? abroad. No, the flower is new. Здесь что-то непонятное. 24-й год. Who is he? There is no any embassy here. Он сам не поймет, почему свежая могила здесь. Конечно. Увидел я русские буквы. Анастасия Васильевна Самойлова, Рождмезина. 903-947, 44 года. Прожила женщина. Самойловна. Вот еще. Вот здесь непонятно. Видно, сломано это уже. Самойлов, 46-й год. Здесь, наверное, второй части не хватает. Там кто-то с забора смотрит за мной. Самое плохое, наверное, это быть похороненным на чужой земле. Это British officers and soldiers. Какие годы? (2004) январь. Октябрь, 29 октября 2005, август 2002, 2008, 2010, 10 год. Да. Грустное место. Но спокойное. Я думаю, что кто-то проплачивает дедушке, чтобы он ухаживал. Потому что здесь реально чистенько, все аккуратненько. Благодать. И ты здесь, да, дружок? Красивый какой. Живете в тишине. Коробочка для донатов. Мы ему в руки отдали. Все равно он занырнет в эту коробку. Сидит, охраняет, живет в спокойствии, в тишине. Let's go. Go.
Утро следующего дня. Вернее, полдень следующего дня. С 9 до часу катались. Пытались попасть то туда, то туда. То есть вот все места, в которые легко было раньше попасть, стоят очень под сильным запретом. Во-первых, пытались зайти посмотреть в местную автошколу, как проходит обучение. Такое ощущение, что ты должен взять штурмом военкомат. Там столько охраны с автоматами. Вот до учителя, до того человека, который ставит просто печати, 4 автоматчика. Мы прошли 4 поста. Каждый раз они до моей камеры допытались, что это такое, не разрешали, мы обошли вокруг. Встали в очередь, просто огромные безумные очереди. Ну, права дают с такой скоростью, как глоток воды сделал. Просто печать, бах, пошел. Следующий печать, следующий. Сам момент, когда экзаменатор проверяет, человек умеет переключить скорость, выжать сцепление, тормоз, газ, не заставили. Потому что большой босс отдыхает. Далее договорились попасть в шиитскую мечеть. Интересен был процесс, когда они себя визуально бьют по груди, хотел посмотреть это. Зашли в мечеть, в одну, там сразу сказали нет, зашли во вторую. Нас пригласили к главному самому мулле, зашли в кабинет к нему, там 3 человека, они все в книгах сидят, укутанные. Спросили разрешение и говорят, что талибы не разрешают заниматься таким процессом, типа это противоречит нормам ислама. Но, в общем, сунниты недолюбливают шиитов. 100% это все есть. Просто не хотят показывать непосвященным. То есть жесткий фейс-контроль. На входе в мечеть 2 автоматчика, рентген, сканер, еще потом один стоит. Кусочек попытался заснять. Мечеть огромная. Пока шли, видно, что в подвале сидят женщины. Для них отдельный вход. А на первом этаже, первый этаж это на уровне моей головы. Там сидят мужики. Там огромная столовая. Я первый раз в мечети увидел столовую. Там, я не знаю, как будто праздник был, день города. Я столько еды не видел. Вернее, это уже не еда, это уже отходы после обеда или после какого-то приема пищи. Там 1000 банок, 1000 тарелок, 1000 всего. Сейчас едем, направляемся сначала в отель, нужно заселиться, потом в другую мечеть. Если самому мне не получится пройти. Но опять же, если мне не получается зайти, то мой проводник точно туда не может зайти, потому что уже повторно они понимают цель нашего визита. Пытаюсь отдать ему свой телефон или камеру, чтобы он заснял. Все это дело скинул мне. Получение информации очень сильно усложнено. В связи с тем, что появился интернет, те же талибы сидят в интернете точно так же. Все видят. Поэтому, если раньше как слепые были, читают комментарии, все это происходит. Люди закрылись из-за наличия интернета. Едем вперед. По пути хотели заехать в другую мечеть уже, куда ходят особенные люди, так скажем. То есть туда ходят все и особенные люди. И по пути встретили своего старого знакомого, но он сам куда-то уехал и сказал, чтобы его сын проводил нас до какого-то сада. Мы едем в сад. Не знаю для чего, но едем. Пришли мы в гости.
Ну, это большой-большой сад. Здесь хурма, яблоки, что-то еще слива, винограды, вот видите, растут. В общем, сидим, отдыхаем. Такое тревожное чувство. В общем, разговорились и спросили, сколько в семье человек. 65 человек в семье. Общее количество. Одна жена, один муж. И получается 16 детей. И у этих детей есть дети. Ну, родных вот 16 детей здесь. Я не стал его показывать, потому что он сидит напротив меня и очень внимательно слушает. Но семья очень серьезная, семья очень влиятельная. То есть это как раз таки вот люди Т, с которыми лучше не шутить. И отказать не прийти в этот сад мы не могли. Поэтому они спросили, что ты хочешь, я сказал, я хочу 2 сливы. Мне вообще по-другому перевели, кто эта семья, но я не могу это слово здесь употреблять, потому что это слово сразу понятно для них. В общем, типы очень серьезные. Наслаждаюсь сливой с дерева. Страна, где постоянно под адреналином ходишь. Нужна маленькая камера на будущее. Хотя с маленькими камерами лучше не шутить. Найдут и будут большие проблемы. У нас это скрытая съемка. Я даже не представляю, если бы они обнаружили у меня какую-то маленькую камеру. Это просто будет максимальное внимание. Все. Как раз он прошел, только так смог его заснять. И решили прогуляться по саду, посмотреть деревья. Но это вообще какой-то обряд, если честно. Я не понимаю, что мы делаем. Здесь нам сказали идти. И самое интересное, что здесь много каких-то непонятных пещер. Они уходят вниз. Прям в полный рост человека. А мы любуемся тутовником. Мы идем вперед, все улыбаемся, все радостные. Плам. Но иногда хочется посмотреть, что сзади происходит. Ничего страшного, в принципе. Меня сейчас так мысль это посетила, и в каком-то саду. Что у людей в голове? Правильно, может, так я что-то здесь тону. В общем, сады Придонья. Я и яблоко. Мне на этот туннель показал проводник. Я говорю, что это? Он говорит, я сам не понимаю. Там туннель в полный рост, и видно, что прям туда заходят пешком. Не то, что по веревке спускаются, а прям заходят. Полный рост. Один из них английский понимает, между прочим. Поэтому я ничего не спрашиваю. Посмотрим сливу. Люблю смотреть сливу. Что-то здесь сливы нет. Слива лиловая, красная, бордовая. Не зря мы их, в общем, здесь встретили. Не зря они здесь живут. Есть такой район для особых. Сад большой. Сразу видно, что люди очень хорошо живут. Красиво живут. Вот этот парень, который с нами ходит, мне кажется, он волосы моет по 10 раз в день. Ну, видно прям вот, как будто он только с салона. Весь пахнет. Вкусно пахнущий. Еще, да, где я нахожусь? В каком-то огороде, в каком-то саду.
В принципе, делай, что хочешь со мной сейчас. Даже сами местные попадаются все равно. Их, то есть людей непростых. Те самые сливы. Я хожу по деревьям. Типа сливки снимаю. Вот сливы здесь вот. Блин, как она пахнет, а. Зря это сделал. В общем, нам предлагают поплавать ни с того ни с сего в бассейне вечером. Ну, мы вдвоем. И эти ребята, я говорю, не, я лучше не люблю вечером плавать. Это какая-то идея, мне очень поплавать ночью с малознакомыми. Так себе. Шутки шутками. Здесь вот мы сейчас идем по улице. Канализация прям в середине. И это не только скотина ходит, это видно и люди тоже. Это такой район непонятный какой-то. Bazar da Cumhuriyet Taliba param po. Onun başka separat separanda bu. Bazarlar mı to zindan morday şansmış. Так. У всех здесь высокие заборы. Не посмотреть, что там находится. А это непонятно, то ли дом, то ли какая-то часть. Колючая проволока, контейнера, железные ворота. Куда-то зашли, что-то посмотрели. Я вот этого синего спрашиваю, ты талиб? Он говорит, нет, нет. Как нет, если у тебя отец шишкарь? Он говорит, вот эти двое талиб. Ну это понятно, что он талиб. Дурак только не поймет. Как минимум нужно обратить внимание на его ноги. Предложил мне вытянуть два пальца, короче, на мизинец и большой толстый. Когда растягиваешь вот это вот, что-то предложил мне. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Он говорит, ну тогда чай. И чай мы уже опились. И опять куда-то идем. Почему тут так же? Мы уже тут ходим около 30 минут. Что-то тут поздоровались, туда пошли. Тут поздоровались. Что-то еще хотят показать. Салам алейкум. Коз хотят показать. С длинными ушами. Что себе? Вот и вообще как у собаки. Что за порода такая? Интересно. Длинноухие. И вымя какой-то. На 1,5 стакана молока. Все худые. Порода такая. This is the husband. Husband. Husband воняет как. Я надеюсь, ты не плюнешь мне. Хоть не вонь такая стоит. Фу. Кто жил в деревне, то знает, как от козла воняет. They eat snake. Alaf da میخوره. یا مار میخوره خب مارم میخوره ولی که مار گیر کنه مارم میخوره یعنی یه چیزی کلا نمیشه این جرمنیستا They eat grass. If they see a snake and they eat it. یه چیزی که This goat? Yeah. Snake eat? Yeah. Это коза ест змей. A snake eater.
Первый раз слышу, козы ели змею. Здесь что угодно можно увидеть и услышать, конечно. Вот такое своеобразное, конечно, пастбище. Пастбище на камнях. Тут едят камни. Здесь особо никто не заморачивается, чтобы пасти. В общем, они настаивают купаться. Похоже, он сегодня будет один купаться с ним. Прямо продолжаем куда-то идти. Нормал. Туннели, какие-то туннели. Наш водитель напуган почему-то. Он что-то боится, он стоит там один. Позвонил проводнику и говорит, все нормально. Мне говорит, здесь что-то не очень приятно сидеть с этими ребятами. Ну, чтобы понять разницу между талибами и обычными, нужно просто здесь побыть, и понятно, кто как себя чувствует. Мечети буквально каждые 200 метров попадаются. Какие-то маленькие. Что тут такое написано? Вот. Все-таки мы куда-то поехали. Пока непонятно куда, но мы едем. Нас спереди двое и сзади 4 человека. И один другому сейчас не другому, один мне показывает, и потом своему другу показывает фотки, где он там с гранатометом, с автоматом, с пистолетом. Здесь вот показатель. Местный показатель чего-то. Ну, папа у них серьезный тип, это 100%. Мы увидели. Связь здесь совсем пропадает. И вот этот вот товарищ, который мне показывает всевозможные видео, там, ну, в основном это Рабача Бузи видео показывает мне. Я говорю, дай телефон посмотреть. И вышел, смотрю, не в плейлисте, а вот где, в галерее. Какой-то интересный черный флаг, на фоне черного флага белым написано. Но написано интересно так вот, какие-то палочки. Я догадываюсь, что это за знак. В общем, едем. Я же в гостях. Приехали в какой-то парк. И куда-то идем. Ну, видите, да, вот разницу? Тот, кто с длинными волосами, с бородой, как они спокойно идут, вольготно, никто им ничего не говорит. И без бороды, ну, вернее, с маленькой, без одежды. Разница ощущается. Как только я включаю камеру, один сразу из объектива назад отходит. Сразу выпадает. Игры в волейбол. Дыню, которую я купил в отель, пришлось взять с собой. И повторюсь, талибы любят, когда их угощают. Очень любят, прям аж. Все любят. Достам хармак буду взять хармак. Very good, yes? Yeah, super. Honey.
Honey melon. Juicy. Да, дыни я удачно прям выбрал. Она прям видно. Очень интересно ее разрезают. Этот паренек, который в черном, с короткой стрижкой. Понятно. Мада туел мусата мада ряды по бака сати рижи. Фейс у него знакомый просто. Дэнсинг. Я в точку попал. Afghanistan की होगा। Чувак, мне мару палату мы сар класс, сар класс, ну поезжай. Не сядь того. Дыни реально очень вкусная. Ну, ага, то и это. Что? Он чего это? Ну, как он на почту твой? Very sweet. Very. Хош на дивай. Хош дей? Хош кандари. Means sweet. उठे कंधारी रात नहीं के बाद जमीन Хош дей. शोरावाई उठे पत्थरों ना में मानो। По ихнему хош дей, это сладко очень. Одна из самых вкусных дынь, которые я пробовал. Любимые игры. Подошел пацан, надул шарик. Ну, естественно. Трак. Трак сам. अगर तुम को रहा था नहीं तो बराबर कैसे सुधारना है आगे मुसा दोनों तरफ से कैसे दोनों मैं जिगी हुई एक दफा Что-то со стволом какая-то фигня. Кривой, наверное. не убито болам पूरा काय अजीब था şimdi paks bazana şeyle bulan kala Тем более через оптику стреляет. ne трак yiyorum хорошо Попал с третьего раза. ну дит тулака я улез масафа варка Я заметил, что здесь все шуточки сводятся к какой-то голубятине постоянно. Вот все вот вокруг этого крутится. Реально все вообще. Вот из троих, вернее, сейчас залезть к одному в телефон в галерею, и там 70% это видео, фото. То, что не буду вслух говорить. Нравится мне тема. Салам алейкум. Почти пошли домой, но нет. Опять куда-то зовут. На самом деле, они как дети маленькие. Вот честно. На качельки захотели ребята. И реально детишки. Просто что-то опасно это на этом драндулете кататься. Дедушка! Он выгоняет их на качели покататься. Они думают, я из джунглей, что ли, приехал. Он что-то ему крикнул.
натуре день дурака здесь какой-то. Это помалюй. Very good. Наши знакомые наконец-то вылезли из машины. Высадили мы их. Здесь остановка на Кандагар. Таксист стоят. И сейчас не видно, за этой машиной много народу стоит. Это беженцы из Ирана. Когда начался конфликт между Ираном и Израилем, много попалось афганцев, которые работали на Израиль. Массовое выдворение. Там, по-моему, даже не разбирали всех подряд. Депортировали. Все бы ничего, вроде бы день шел очень хорошо, но прям под вечер настроение упало сильно. До того момента, когда я начал спрашивать, кто эти люди были. То есть, один из них тот, кто сказал, что он не талиб, хотя его отец талиб, он немножко другой идеологии. Он, оказывается, игиловец. И когда мы сидели, ели дыню, моему, да, если не будем, по-другому скажем, мне пришла смс-ка, в котором было написано: не мусульман, обращай в ислам. Если не получается, прикончите их. Вот это прям дословно. Сейчас я попытаюсь найти это сообщение даже. Я его даже заскринил. Дыня была сладкая.